Сегодня мы с вами поговорим о проблемах в суставах. Возраст – это не единственная причина износа сустава. Но и сидячий образ жизни, когда вы мало двигаетесь, тоже приводит к тому, что вы начинаете испытывать проблемы с суставами. Я в конце нашего ролика обязательно покажу и неправильные упражнения, и что надо делать для того, чтобы вы не испытывали этого распространенного симптома. Итак, малоподвижный образ жизни. Знаете ли вы, что если вы активно двигаетесь, регулярно занимаетесь физическими упражнениями, то в вашем организме начинается выработка специфических веществ, которые называются цитокины. И изменяющийся цитокиновый профиль позволяет вам бороться с болью. Это свежие научные данные, которые говорят о том, что регулярная физическая нагрузка изменяет цитокиновый профиль, и это влияет на уровень вашей боли. Но точно так же, как на уровень вашей боли влияет определенный уровень цитокинов, точно так же и лишний вес. Та самая широко распространенная проблема точно так же влияет на ваши суставы. И не надо морщиться от того, что врач вам советует снизить вес, и это часто очень происходит, когда к нам на прием приходит человек с излишней массой тела, и мы видим, что эта нагрузка на суставы несоразмерна. И не только на суставы, но и вообще на позвоночный столб, позвонки, хрящевые ткани. И поэтому не только диетолог или нутрициолог, но и врач-невролог, терапевт, ревматолог, безусловно, должны рекомендовать человеку следить за собственным весом. Здесь ничего более не придумано, как два основополагающих момента. Да? Надо убирать калории, чтобы не было их излишка, и физическая нагрузка, о которой я уже говорил. Вот два основных правила. Никаких других волшебных средств для того, чтобы справиться с лишним весом, нет. Но не буду говорить вам о том, что надо избегать углеводов, не ешьте совсем углеводы. Это тоже неверно. Давно доказано, что в нашем рационе должны и белки, и углеводы, и жиры присутствовать. Но если кто-то из вас начинает злоупотреблять жирами, знаете, начинает есть хаш, или холодец для того, чтобы укрепить суставы. Вот это полная ерунда. Вы можете хоть 100 килограмм съесть этого холодца, собирать жир, и думаете, что этот некий коллаген улучшит состояние дел с вашим позвоночником или коленным суставом. Ничего подобного. Это глупость. Есть разные соотношения. Естественно, если вы занимаетесь физическими упражнениями, если вы спортсмен, то там будет определенный рацион питания. Да? Ну, все-таки давайте посмотрим. 14% белков, где-то около того, процентов 30 жиров, и остальное это полезные углеводы. Что значит полезные углеводы? Это не Кока-кола, это не сахар, это не мед, кстати говоря, который считается полезным среди многих моих зрителей, но на самом деле там тоже быстрые углеводы, которые оказывают большое влияние как раз на то, чтобы вы увеличили свой вес. Теперь мы уж раз заговорили про питание и про всевозможные коллаген, студень, холодец. И я должен сказать, к сожалению, до сих пор еще не придумано того средства, которое бы восстанавливало хрящ. Этого средства нет. И многочисленные чудодейственные БАДы, особенно дорогостоящие БАДы, которые говорят, вот там много хондроитина сульфата, глюкозамина сульфата, и они позволяют полностью восстановить хрящ, но вот полностью восстановить хрящ нам не удается. Да, с помощью хондропротекторов, кстати, на эту тему у меня есть отдельный ролик, где дискутируем о том, что есть польза, а что есть вред среди хондропротекторов, насколько есть доказательная база. Да, многие из препаратов или биологически активных добавок, серьезных биологически активных добавок, которые прошли сито клинических исследований, говорят о том, что уходит боль. Это факт. Это доказанный факт, что на фоне длительного, подчеркну, не 10 дней, а длительного, многомесячного приема хондроитина сульфата, глюкозамина сульфата, это те составляющие хондропротекторов, появляется хороший эффект, болеутоляющий эффект. Но полное восстановление хряща не происходит. Ну а про рацион здесь ничего нового я не скажу. Овощи, фрукты, должно быть, знаете, образно говоря, ладонь овощей, ладонь фруктов. Вот приблизительно так вот, съедайте такое количество овощей и фруктов. А едите ли вы столько овощей или фруктов? Чаще всего вы злоупотребляете углеводами, кстати. Это хлеб, замените хлеб, исключите его из своего рациона. Используйте орехи, используйте сухофрукты, молоко, молочные продукты, больше рыбы, жирные рыбы. Безусловно, это морская рыба дает вот этот положительный эффект на весь наш организм. Вот
тот рацион, который бы я вам предложил. Кстати, с сухофруктами вы замените столь любимые вами конфеты. Второй очень важный, я бы сказал, важнейший момент. Вот у меня тоже болит сустав. После спортивных нагрузок, после подъема в горы я получил спортивную травму. И что я заметил? Если я регулярно занимаюсь и не пропускаю свою зарядку там или поход в фитнес-центр, то я испытываю меньше боли. Да, она со мной практически постоянно из-за моего больного сустава, но когда я регулярно занимаюсь, моя боль утихает. И многие из вас это замечали. И в этом соль, что вы двигаетесь, и уровень цитокинов у вас возрастает, у вас появляется психологическая устойчивость, вы начинаете преодолевать боязнь движений, знаете, вот двигать рукой, ногой, смогу ли, не смогу, сможете, все получится. Теперь следующий момент. Мы говорим о регулярных физических упражнениях, а не о спортивных перегрузках, потому что, к сожалению, у многих людей, особенно молодого, среднего возраста, ну, как и у меня, в частности, проблема с суставом появилась после травмы или высокой физической нагрузки, или физической нагрузки неадекватно выполненной. Ну, вот, например, я покажу, вот, есть такое упражнение в фитнесе, где надо разгибать коленку вот таким вот образом, то есть не просто вот так качать ногой, а здесь там привязана какая-то гантель, штанга, и на коленный сустав происходит большая нагрузка. Если вы приседаете неправильно, глубоко приседаете, это тоже будет большая проблема для вашего сустава. Теперь, многие из вас ходят в сад, в огород, многие из вас на корточках сидят. Вот это очень неправильное положение для ваших коленных и тазобедренных суставов. Даже если, вот, например, сейчас покажу, мои коленки, я специально модулирую, находятся выше уровня моих тазобедренных суставов. Вот это положение создает для тазобедренных суставов очень неблагоприятную ситуацию, потому что нарушается биомеханика сустава и кровоснабжение сустава нарушается. Теперь, когда вы на корточках сидите около своей грядки, знаете, ленитесь взять или купить легкую такую приступочку, какую-нибудь табуреточку, то в этом случае, и сейчас я прошу прощения, что я задираю ногу, вот это положение, когда вы сгибаете ногу подобным образом и сидите на корточках, вот в таком положении находится нога, вот тут находится нервно-сосудистый пучок, он пережимается. И даже есть определенный термин туннельный синдром копальщиц луковиц тюльпанов. Ну, он красиво называется по науке Сеза де Бландена Вальтера. Но суть в том, что переживается нервно-сосудистый пучок, который впоследствии вызывает неприятные ощущения в голени. Ну и суставу тоже не сладко приходится. Что бы я порекомендовал еще из физических упражнений, это не просто гимнастика, а адаптированная к вашему состоянию йога. Если вы найдете опытного инструктора, который будет следить за тем, как комфортно, без боли, это очень важно, без боли вы выполняете упражнения, это будет классно. Это хорошо помогает сохранять гибкость суставов. Ну, чтобы вот сейчас вам как-то, знаете, кто-то, может, даже ручку взял записать и потерялся в потоке моих мыслей. Итак, на YouTube-канале профессора Якупова вы можете найти отдельный ролик «Боль в плече», когда одно упражнение помогает вам избавиться от этой боли, если вы только не имеете острого процесса. Еще раз и еще раз это повторяю. Какой-то острый процесс. Перелом, вывих, воспаление в суставе. Вот этого нет, а боль многомесячная есть. Вот это упражнение поможет вам с ним справиться. Ролик «Боль в плече». Другой ролик «Как выполнять правильно упражнения на тазобедренный сустав». Специально разработали для того, чтобы люди, испытывающие эту широко распространенную проблему, смогли на регулярной основе выполнять это упражнение. Кстати, оно подходит для любой фазы коксартроза и для любого возраста. И, наконец, это, образно говоря, жемчужина, то, что мы сделали специально для людей, испытывающих боль, неприятные ощущения в различных отделах, да, и даже, кстати говоря, вот на уровне височно-нижнечелюстного сустава, шейного отдела позвоночника, поясницы, боли в плече, я сделал целый комплекс, который вам поможет справляться с этими ситуациями. Посмотрите, пожалуйста, вот ссылка на этот комплекс, и вы можете его использовать в вашей ежедневной жизни. Конечно, я обязан сказать, что несмотря на то, что наш ролик называется «Как помочь себе без лекарств», безусловно, есть препараты, это нестероидные противовоспалительные средства, это большущая группа лекарств, помогающие снять воспаление в суставе.
Но есть и местные средства, которые могут быть вами использованы. Сразу оговорюсь, они не лечат проблему, они не могут вырастить ваш, извините меня, хрящ. Но они помогают отвлечь ваше внимание от этой боли. Да, вы можете использовать мази НПВП, но вы можете также использовать разнообразные отвлекающие, раздражающие вещества, ну, например, перец, стручковый перец, когда накладывают там камфорный спирт, используют пчелиный яд, накладывают повязки со жгучим содержимым. Ну, кстати говоря, они в аптеке-то продаются, специальные мази, так называемые, разогревающие, даже с таким обжигающим немного эффектом. Суть их в том, что есть элемент отвлечения от вот этой нудной, долгой боли в суставе. Апитерапия. Пожалуйста, попробуйте. Кому-то из вас она может помочь, но все это вспомогательные методики, которые действительно позволяют купировать острую болевую ситуацию. И за счет того, что происходит здесь, не только отвлекающий компонент, да, вот что-то натерли и что-то разогревается, но улучшается кровообращение в этой зоне, да, в зоне пораженного сустава. Здесь тоже оказывается благотворное влияние на него. Тейпирование. Это еще одна очень интересная методика, когда без лекарств вы можете на околосуставные поверхности определенным образом наложить тейпы. Это специальные такие полосочки, которые не дадут суставу расхлебяниться, если так можно сказать, не профессорским языком. То есть они удерживают сустав в определенном положении, фиксируют его. И тоже есть исследования на эту тему, что позволяет в определенной степени избавлять человека от боли. Ну, наверняка кто-то из вас смотрел спортивные передачи и видел, как у спортсменов там вокруг локтя, плеча, вот разноцветные полосочки наклеены. Это те самые тейпы. В заключение хочу сказать, что, конечно, в большом количестве случаев мы не сможем справиться с проблемой суставов без лекарств. Это факт. Но если мы по крупицам начнем собирать метод за методом и использовать их, диета, правильные физические упражнения, избегать малоподвижного образа жизни и в то же время избегать возможности получить ненужную совершенно травму. И все это поможет вам вкупе справиться с этой широко распространенной проблемой боли в суставах. Берегите себя, будьте, пожалуйста, здоровы. До свидания.